Всем привет, с вами Оля. Сегодня я покажу, как приготовить торт на 23 февраля. Торт «Звезда» по этому рецепту – идеальный подарок мужу и сыну на праздник. В сотейник с толстым дном всыпаю сахар, добавляю яйцо, мед и щепотку соли. Перемешиваю венчиком до однородного состояния. Далее добавляю сливочное масло. И включаю средний нагрев на плитке. Постоянно активно мешаю массу венчиком. Ее нужно довести до кипения, но не кипятить. Снимаю сотейник с плитки и добавляю соду. Перемешиваю венчиком. Масса начнет увеличиваться в объеме. Основа для медового теста готова. Нужно остудить ее до комнатной температуры. Теперь займусь приготовлением вишневого конфитюра. В кастрюлю выкладываю замороженную вишню. И на среднем нагреве жду, чтобы она разморозилась. Периодически перемешиваю, чтобы вишня не пригорела. Как только вишня разморозилась и пустила сок, хорошо пробиваю ее погружным блендером. Далее добавляю сахарный песок и кукурузный крахмал. Перемешиваю. Снова включаю нагрев на плитке. И при постоянном помешивании венчиком довожу до кипения. Провариваю еще несколько минут и убираю с плитки. Конфитюр получается достаточно густой. Перекладываю в миску и оставляю остывать. Возвращаемся к тесту. В остывшую основу добавляю предварительно просеянную муку. Сначала всыпаю примерно половину муки и перемешиваю лопаткой. Затем всыпаю оставшуюся часть муки и также вмешиваю ее сначала лопаткой. Потом домешиваю руками. Тесто получается немного липким. Может показаться, что нужно добавить еще муки. Не нужно этого делать, иначе тесто станет сухим и жестким. Заворачиваю его в пищевую пленку и убираю в холодильник на 2 часа, можно и на всю ночь. Достаю тесто из холодильника, разделяю его на 4 равные части и раскатываю в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. Припыляю тесто мукой, чтобы трафарет не прилип. Звезду распечатала на листе формата А4. Ссылку на трафарет оставлю в описании под роликом. Далее прикладываю трафарет и вырезаю по контуру звезду. Накалываю тесто вилкой, чтобы оно не вздулось. Проделываю то же самое с остальными частями теста. Обрезки собираю в шар, раскатываю и вырезаю маленькие звезды. Их я буду использовать для украшения. Выпекаю коржи на силиконовом коврике в разогретой до 170 градусов духовке 5 минут до легкого румянца. Достаю корж из духовки, немного остужаю и снимаю с коврика. Перекладываю на ровную поверхность и даю полностью остыть. Готовлю крем. В глубокую миску выкладываю творожный сыр. Добавляю к нему сгущенное молоко. И перемешиваю миксером. Масса должна быть однородной и воздушной. Далее вливаю сливки и взбиваю миксером. Крем должен остаться пышным и воздушным, но в то же время быть устойчивым. Важно, все ингредиенты для крема должны быть холодные. Перекладываю крем в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 14 мм. Выкладываю в кондитерский мешок остывший вишневый конфитюр.
У мешка отрезаю конец. Приступаю к сборке торта. На подложку отсаживаю немного крема, для того, чтобы торт не ездил, и ложу первый корж. По краю звезды отсаживаю крем так, чтобы кружки были плотно друг к другу. Теперь выдавливаю полоску конфитюра. Снова крем, потом конфитюр и заканчиваю кремом. Со вторым и третьим коржами делаю то же самое. Сверху накрываю четвертым коржом и отсаживаю крем по всей поверхности. Ставлю торт на ночь в холодильник и утром украшаю. Вы можете украсить по своему вкусу. Сюда отлично подойдут свежие ягоды, меренга, шоколад и печенье. За ночь медовые коржи пропитались кремом, и торт стал очень нежным и вкусным, с приятной вишневой кислинкой. Если вам понравился рецепт, жмите лайк. Чтобы не пропустить следующий, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Свои вопросы и пожелания вы можете оставить под этим видео. Приятного чаепития!